Приветствую вас, уважаемые зрители, на нашем канале «Живем в деревне». Извиняемся, что не выходило на прошлой неделе видео, просто всего не было времени. Но у нас работник, молодой работник был, тут получил денежное удовольствие за месяц и потерялся. Самовольно оставил фазенду. Как объяснил, решил жениться. Больше мы его не видели. Ну и в связи с этим пришлось нам по очереди с отцом дежурить. В будние дни, как я работаю, отец дежурил, а в выходные я. Буквально вчера мы нашли нового работника, это дядю Колю. Дядя Коля, наведи на него. Помаши рукой. Помаши рукой. Вон туда. Разберем с вами сегодня частые вопросы или комментарии из последних видео. Один из частых вопросов — это по электроэнергии. Почему-то многие, посмотрев ролик про Nissan Leaf, решили, что цена за электроэнергию за 1 киловатт 82-83 копейки — это цена с данных панелей солнечных. Нет, это такой тариф у энергосетей в Иркутской области для сельской местности. Кто не верит, можете посмотреть, там у нас в описании ссылка есть, перейдете и увидите. Следующий, не менее популярный вопрос — это почему вы не подключились к общим энергосетям при такой дешевой цене за электричество. Ну, я в принципе в комментариях объяснял, но еще раз объясню. Мы находимся в чистом поле, фазенда находится в чистом поле. До ближайшей ЛЭП, линии электропередач, больше 2 километров. Мы, конечно, подавали заявку в энергосети, чтобы нас подключили, но нам ответили, что расстояние составляет больше 500 метров и бесплатного подключения не будет. И насчитали нам, выставили счет. Счет оказался больше 2 миллионов. Мы не потянем такую сумму, чтобы подключиться к энергосетям. Один из вариантов, и в комментариях он тоже прозвучал, это протянуть самим ЛЭП. В принципе, как вариант возможен. Но бог с ним, еще как-нибудь с опорами электропередач можно разобраться. Не воруя лес, их просто можно купить. У нас Палаганский район, довольно-таки по лесному можно купить, по лесу. Но как установить данные ЛЭП на чужих участках, то есть между нашим участком и линией электропередач, еще есть 3 участка чужих. 2 участка частной собственности, 1 участок государственный. Я думаю, сами понимаете, не каждый согласится на своем поле ставить столбы, где на пашне, где на сенокосе, бесплатно. Да и с государством, чтобы на государственной земле поставить столб, это тоже очень много инстанций нужно пройти. Пока дешевле панели. Дальше разбогатеем, значит подключимся. Больше поставил панели. Еще один из популярных таких комментариев — это покормите собачку. Как видите, у нас 2 охранника на фазенде. Один Рекс, второй верный. Кормим мы одинаково. Причем даже Рексу, наверное, перепадает больше, так как он без привязи. Время от времени что-то там со стола добывает. Летом даже прокололи глистогоновыми препаратами. Но почему он такой худой, я даже сам понять не могу. В принципе, ест, чувствует себя отлично. Может, такая порода, я даже не знаю, не скажу. Бегает, все. В мороз, конечно, подмерзает, но мы ему специально там такую будочку сделали тепленькую, что нормально, он чувствует хорошо. Следующий вопрос был, где мы заряжаем лиф. Лиф мы заряжаем дома от общих энергосетей за 82-83 копейки. Электроэнергия солнечных панелей расходуется на фазенде, на нужды местные, то есть накачка воды насосом скважинным глубинным. По мелочи где-то в доме телевизор. Бывает, включаем пилу, парму, станки. Я не буду долго объяснять, просто расходуются на местные нужды. Мы не заряжаем от солнечных панелей лиф, но хотя в принципе все это возможно.
Инвертор позволяет, мощность инвертора позволяет заряжать, мощность панелей, аккумуляторов тоже в принципе позволяет. Но если мы зарядим лифт, то ночью не будет света на фазенде. Теперь у меня вопрос к альтернативщикам. Как практика показала, в октябре и в ноябре очень мало солнечных дней. И буферный запас аккумуляторов у нас не очень большой, поэтому у нас электроэнергии порой не хватало. И в моей бестолковке зародилась мысль поставить нам ветряк сюда. У нас долина, и по долине постоянно дует ветер. Умеренный такой, но он постоянно тянет и тянет. И вот как раз где-то на дороге, около дороги, можно поставить ветряк. Теперь, собственно, вопросы. Может, кто знает, может, видел видео, как без сильных заморочек переделать электродвигатель в генератор. Или, может, генератор автомобильный переделать так, чтобы без возбуждения работал сразу же. Но без сильных переделок, потому что я далек от этого всего. И токарного станка у меня нет. Следующий вопрос. Это как правильно подключить данный генератор, ветрогенератор. В параллель солнечным панелям, к МППТ-контроллеру, и у нас гибридный инвертор. Или напрямую через преобразователь или реле заряда на аккумуляторы. Как будет правильно это сделать и насколько это будет правильно сделать. Потому что солнечные панели у нас подключены последовательно. Выдают в солнечный день где-то 170-175 вольт. Как это будет согласовываться, не согласовываться? То есть для меня это вопрос, если не трудно и вы занимались этим, разжуйте, пожалуйста. Может, ссылка на какой-то там материал есть. Я с удовольствием почитаю, буду очень благодарен вам. Переходим к нашей водокачке. Наконец-то мы ее достроили. Все сделали, накрыли крышей, осталось зашить фронтоны. Водокачка — это в будущем она же банька. Вернее, мы разделим данное здание перегородкой пополам. Одна будет часть с накопителем для воды, вторая часть баньку, чтобы помыться можно было. Все мы достроили, загнали в нее тепло. Осталось мелкие недочеты, но это доделаем. Снимать мы не снимали видео, потому что очень сильно торопились по постройке. Успеть до морозов, до хороших морозов, иначе бы у нас просто замерзла вода. И нам бы нечем было поить скот. Так что извиняйте, есть какие-то куски, может быть, ставлю. Теперь новости по нашему хозяйству. Недавно мы приобрели 3 телочек 6-месячных мясной породы Геррифорд. Мы планируем в дальнейшем развивать эту породу. Пока они у нас находятся дома на карантине, а в дальнейшем будут они перевезены сюда в общее стадо. Также у нас в общем стаде тоже пополнение. Первотелка Майка принесла нам бычка. Отел был трудный, так как бычок оказался крупный. Поэтому пришлось помогать, тянуть. Да еще все это происходило в мороз. Мороз был за 30, поэтому бычка пришлось первые 3 дня держать в водокачке на цепи. Отсюда мы ему и дали кличку Гаврюша. Вот и все новости за эти прошедшие 2 недели. Спасибо, если вы досмотрели до конца. Комментируйте, пожалуйста.
И задавайте темы для видео. Обратная связь со зрителем для нас очень важна. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы еще не подписались. И у меня к вам просьба, уважаемые зрители. Если вам понравилось данное видео, поделитесь, пожалуйста, им в социальных сетях. Для нас это большая мотивация снимать больше и лучше. Спасибо всем, всем пока-пока.